Друзья, всем привет! Очередное видео. Сегодня, к сожалению, у нас не рыбалка, поскольку погода не радует, порывы ветра большие, дождь, и поэтому решил отказаться. И посчастливилось мне приехать на открытие одного объекта. Этот объект строился 2 года, но наконец-то достроился. Ну, из названия видео вы уже могли понять, что да, приехал я сегодня на открытие бани. Позвал меня в гости мой подписчик, вот, за что ему большое спасибо. Попросил заснять, ну, в домашний архив. Вот, есть у него фотографии, как он строился, было видео, но видео, к сожалению, удалилось, и, ну, не восстановили мы его. Ну, к этому видео приложим, какая была баня, какой был сруб. Он купил дом, участок свой, и потихоньку все это строил. Сначала гараж, благоустройством занимался, ну и потом вот руки дошли до бани. И вот 2 года строил, не спеша, ну и достроил. Сделал он баню, ну так, в стиле Лешего. Рассказывать не буду, кому интересно, можете загуглить, посмотреть, что это такое. Ну и давайте, наверное, не будем тратить время, начнем с бани. Сейчас покажем сначала снаружи, какая она была. Вставлю вот фотографии, наверное, и будем постепенно заходить внутрь и смотреть интерьер, как он сделал. Там красиво получилось, я уже смотрел. Так что желаю всем приятного просмотра. Ну а мы перемещаемся смотреть баню. Поехали! Да, друзья, погодка, конечно, не радует. Вот такая территория у нашего подписчика. Сейчас перед баней мне вот так понравилось. Он тут, вот видите, таких роботов интересных сделал. Тут вот подвески. Смотрю, Audi. От аудюшки. Вот. Интересно, конечно. Ну, сейчас мрачно. Летом, конечно, интереснее будет. Тут, смотрю, у него коптильня. Печка, вот смотрите, такая сделана. Варит, наверное, вкусняшки. Так, не поломать тут. Так. Что-то закрывается плохо. Сейчас пока поставлю. Ладно, поставлю, чтобы не замочить камеру. Здесь вот у нас топка. Интересная такая печка. Вот. Ну, давайте пойдем посмотрим. Ну вот, друзья, сама банька. Сруб такой старенький. Вот. Прошлый хозяин не достроил, но вот оставил. Вот. Фундамент тут немножко подлил. Вот. Ну, сказал, попозже будет наружку делать. Обошьет, наведет и порядок. Но сделал такой настил, чтобы заходить. Двери. Ну вот в стиле Лешего. Не обрезная доска, тут так все это шлифанул, сделал. Ну и давайте зайдем внутрь. Так, ну вот мы попали внутрь. Сейчас я протру камеру, наверное, там она мокрая, и продолжим. Ну вот, попав внутрь, это такой вот предбанничек. Здесь будет как бы комната для ну, раздеваться, ну и плюс отдыхать после парилки. Сидеть за разговорами, за чашечкой кофе, а может что, ну, покрепче, кто что любит. Ну, давайте начнем с самого начала. Выключатели вот разместил на такой доске. Тут тоже все струганул, шлифанул. Провода вот тоже в такие гофры вывел. Ну, это в стиле лофт, если не ошибаюсь, так делается. Вот, выключатели. Ну, и розетка. Так, доски... Откос сделал тоже вот в стиле, как это и говорил, в Лешего все баня, да, сделано. Доска не обрезная или обрезная. Вот.
Видите, ничего не обрезал, просто шлифанул, окультурил, и вот такие откосы получились. Здесь на стенке сделал вот такие интересные часы. В общем, взял пень, ну, какую-то колодку, вот. Все это обработал, взял, вот вырезал вручную или там с какого-то конструктора, если не ошибаюсь, он давно делал это все вот на протяжении 2 лет. Вот цифры, вот такая гравировочка у него, Виталик сокращенно, подписчика зовут. Вот, ну давайте посмотрим, как он сделал. Здесь вот он, давайте покажу поближе на свет. Здесь он вот механизм просто от часов, от старых взял. Все это выдолбил туда, вставил, и вот получились такие часы. Здесь вот на шурупах все крепится. Молодец. Неплохо получилось. Так, сейчас повесим. Вот. Прикольно, красиво. Здесь тоже какой-то вот декоративная такая вот на стеночку приделал. Типа полочки. Фундамент вот так сделал в виде камней. Все покрасил. Красиво, красиво получилось тоже. Вот. Обзоры на бани никогда, друзья, не делал, поэтому если что-то не так говорю, не судите строго. Первый обзор. Вот такую, смотрите, трус балбес бывалый с легким паром. Тоже сделал такую, повесил декорацию. Сверху нас встречает, вот смотрите, сделал магнитолу. Вот, звук. Вот. Не знаю, чтобы авторские права не заблокировали, подойду ближе. Перейду сразу к динамикам. Смотрите, с таких колодок чурок тоже выдолбил, вставил динамики. Да. Цепь. Ну, тоже в стиле лофт. Там провода вывел с потолка, и вот такие динамички получились. Один динамик и второй. Сейчас я приглушу звук, чтобы было лучше слышно. Ну и за авторские права нас не наказали. Вот. Убрали звук. Вот у него музыка здесь будет, когда будут сидеть отдыхать. Ну, давайте перейдем дальше. Наверное, продолжим. Вот сделал тоже вот такую полочку у него здесь и вешалка. Вот видите, рюкзак мой висит, камера привез. Тут вот уже, смотрите, рукавицы висят и шапки. Вот, добрая баня. На каждом, в принципе, предмете здесь вот гравировочка, вид. Виталик сделал, тоже молодец, такая именная. Здесь вот было старое компьютерное кресло, все лишнее убрал, ручки и спинку, основу оставил, вот железную, там вот видите, механизмы вот эти, механизм подъема тоже, по-моему, наверное, не работает, ну вот крутится, вот сделал вот такое дорого-богатое кресло, друзья. Старая табуретка тоже была, говорит, осталась от старого дома, не выбрасывал, раньше делали на века, шлифанул, гравировочку тоже вот вид сделал, и вот такой получился стул. Окна были прорезаны, если бы баня была сразу, сруб бы новый, говорит, не делал бы, ну а так тоже вот, видите, такие вот откосы сделал, смотрится прикольно. Здесь вот такие тоже старые рога, вот раньше, кто помнит, в домах модно были, вешали. Такие вот черепки всякие. Ну, декорации, чтобы как-то так предбанник наш был более такой окультуренный, да, что-то сказать. Ну и приятно было сидеть. Здесь вот сделал градусник, вот с легким паром, банька, да, идет, вот такие чурочки нарезал, колодочки приколотил вот к такой тоже доске. Ну, интересно смотрится, хочу сказать, мне нравится, пишите в комментариях, что думаете по этому поводу. Ну и тут вот еще рога. Давайте сейчас еще закончим с верхом. Здесь вот сделал он вот такую вытяжку, вот, вытяжка закручивается. Там стоит шпилька, вот, стоит шпилька, здесь вот такая, там пластиковая труба. И вот так, если нам надо закрыть, вот так мы крутим. Вот крутим. И все, как бы закрыто. Оп, все, у нас здесь воздух свежий не поступает. Вот тоже гравировка такая, вид
сделано. Надо, пришли, мы попарились, понятно, что разница температур, все распарены, чтобы охладиться. Открыли, и приток свежего воздуха пошел, так что можете взять на заметку себе, тоже интересная такая конструкция. Ну, пол обычный пол. Сделал лаги и вот так сделал зазоры, щели, но это правильно, чтобы все равно дерево будет где-то напитываться, где-то рассыхаться, зазоры должны быть на полу. Вот такой тоже столик старого образца, еще такие в старых домах, у кого раньше были, тоже вот он отшлифовал, покрыл лаком, восстановил, ну и вот такие вот, смотрите, вид, гравировочка. Так вот, самовар поставил, кто может захочет чайку попить. Сделал вот такую лавочку парящую. Так же, как и полог, зайду наперед, также он сделал, вот прибил. Не знаю, может у кого в бане есть вот такие парящие полки, как пишите в комментариях, нормально вот они ходят, выдерживают или нет. Ну вот, в принципе, вот такой у нас предбанник получился. А, друзья, да, чуть не забыл. В стиле лофт из полена, цепей и вот таких лампочек сделал люстру в стиле лофт, тоже стильно, модно, молодежно. Много кто вот сейчас любит этот стиль лофт, паутинка даже пошла. Вот лампочки еще такие, да, сделал в виде свечей. Ну, прикольно, прикольно. Вот. Ну вот как бы, наверное, с предбанником все. И, наверное, вот у нас еще такие всякие, смотрите, есть медведи, рюмочки, графинчики. Ну, тоже такая декорация. Неплохо, неплохо смотрится, молодец. Ну, это вот такой предбанник. Вот. Ну и давайте, наверное, сейчас в саму баню зайдем, посмотрим. Баня нас встречает вот такими дверями. Двери тоже были какие-то старые, с какого-то, сказал, дома или здесь были. Тоже отшлифовал. Завесы поставил, ручки, такие вот откосы сделал. И вот получилась такая дверь. То есть баня сделана, грубо говоря, из старых вещей. Что это похвально, что человек не ленится. Зимой все в подвале в отапливаемом он делал. Вот, так что похвально, похвально. Что думаете по поводу вот этого всего? Как вообще, нравится дизайн, стиль или нет? Пишите в комментариях, будет интересно почитать. Ну и давайте, наверное, зайдем в саму баню. Баня у нас вот такая. Открываем двери. Встречает таким же полом, как и в предбаннике. Правильно сделано. Зазоры есть, чтобы вода уходила. Вот. Плюс у него, когда он купил дом, у него уже был проведен сюда водопровод. Труба он тут доделал. И все, вот у него быстросъемы сделал. Сделал быстросъемы, набирать воду в бак. Здесь тоже вот сделал откосы. Потолок вот с такой доски. Не знаю, как будет видно. Забыл с собой фонарик взять, но надеюсь, будет видно. Сделал вот так доски внахлёст положил. Ну, мне нравится, да, вот стиль леший. Лов стиль этот возвращается сейчас. Здесь вот сделал такую вот обычную. Кто помнит, еще в старые времена при Союзе, да, вот такие лампочки были, люстры. Вот. Восстановил, сделал лампочку. Здесь тоже вот такую сделал с доски. И здесь вот температура показывается, я так понимаю, влажность, не знаю, правильно или нет, но вот 20 градусов. Влажность 20% показывает. Ну а температуру он только начали топить, чтобы нам поснимать, чтобы камера не запотела. Здесь тоже вот такое окно, как в предбаннике, неплохое сделано. Ну и чтобы с улицы не было видно, затонировал его. И можно спокойно париться в бане. Со второй стороны точно такой же плафон повесил. Здесь тоже вот такая вытяжка. Вот, точно такая же. Тоже приток воздуха, кстати, полезно, когда паришься. Приток воздуха где-то, если по технологиям бани там делаются, что читал, что да, должен быть. Вот, поэтому, ну, баня сделана там. Читал тоже, он смотрел. Вот. По технологии. На каждом элементе, смотрите, молодец, не поленился, сделал клеймо себе вот такое. Вот, и все это выжигал. Здесь вот даже не знаю, что это такое, друзья.
как это, не знаю, песочные весы. Ой, весы, часы, говорю. Вот видите, тут сколько? 5, 10, 15 минут. Ну, наверное, будут соревноваться, с кем-то париться, кто в гости будет приходить на время, кто больше высидит, не знаю. Здесь тоже такой вот градусник сделал. Здесь какую-то тоже, вот смотрите, декорацию сделал. Какой-то куст был, дерево росло, смотрите, взял, распилил, как бы продолжение. И вот сделал такой черпак. Ну, черпак, я так понимаю, сделал просто как декорация. Подкидывать, наверное, будет дух другим черпачком. А вообще здесь печка сделана у него. Сейчас перейдем на печку. С камней как-то он там ложил. Здесь тоже камни, какая-то тарелочка. И здесь какая-то капельная система сделана. Я потом попозже Виталика позову. Он покажет, как-то поддается дух капельной системы. Вообще система эта, ну, неплохая. За эту тему, ребят, я не шарю. Здесь вот для декорации поставил такой старый утюг на углях. Кто таким, может быть, гладил, знает, как пользоваться, пишите в комментариях. Ну, здесь у него инвентарь. Такой сделал. Лопатка такая вычерпывает, вычерпывать, говорю, доставать, да? Золу. Вот. Здесь у него вот в печурке дровишки горят. Тут вот поддувало. И здесь вот он сделал вытяжку, у него приток воздуха. Тоже вот, говорят, когда печки делаешь, очень полезная вещь. Ну вот, так подзакроем. Пускай горит. Все сделано вот с камней. Вот, не знаю, что он там еще сделал основание. Ну вот с камней. Все швы замазал, промазал. Вот такая получилась печурка. Здесь у него такой бачок. Опа, бачок под воду сделан. Здесь краник. И вот какая-то тоже железная декорация. Не знаю, насколько бачок литров. Много или мало будет, но в процессе будет эксплуатации делать. И доделывать, если маленький, может, будет. А может, хватит помыться. Вот. Полог вот такой массивный. Тоже с чего-то сделан. С какой-то или кровать была старая, или что. Вот он отшлифовал. Такой массивный. И сделал его парящий вот там. Тоже насмотрелся где-то. Ну, говорит, не знает, насколько выдержит или нет. Но вот все захотел в парящем таком стиле сделать. Тут тоже такие вот лавочки для помывки. Полка сделана деревянная. Ну и вот такой, я не знаю, пьедестал, наверное, чтобы становиться и проще было залазить на полог. Уже веничек готов. Сегодня у него открытие. Я, к сожалению, наверное, на открытие не попаду вечером. Но может быть, а может еще и попаду. Так что не знаю. Может в следующий раз, когда заеду. Ну вот такая банька. Все культурно сделано. Фундамент тоже сделан. Вот видите, под камень декорация, все выкрашено. Ну, мне, честно, нравится. Уважение Виталику, конечно, что вот не ленится, не лежит, да, там не жалуется на жизнь, что вот все плохо. А вот потихоньку за 2 года своими руками вот сделал такую баньку. Так что поставим лайк, напишем комментарий, друзья, поддержим. Человеку будет приятно почитать его труды. Вот, ну сейчас я его позову, и мы попробуем посмотреть, как вообще вот эта капельная система работает. И будем, наверное, завершать видео. В принципе, так, с большего показал. Опыта на обзоры всяких бань у меня не было. Ну вот, первый опыт. Так что в баньку, я думаю, ходят все, особенно рыбаки, охотники. После того, как замотались за день, приятно посидеть будет в баньке, попариться и вспомнить, каких трофеев они кто-то словил, кто-то добыл. Вспомнить, выпить по чарочке, съесть по шкварочке. Ну, здесь вот такая задвижка сделана, когда банька вытопится. Так что вот так, друзья. Ну, сейчас давайте позову Виталика и подкинем парку. Ну, вот, друзья, я сказал, что... Ой, пар идет. Я думал, это декорация, а оказывается, это черпак у нас. И вот капельная система. Здесь, получается, там какие-то сделаны трубки. Сюда заливается вода. И видите, пар не спеша идет. Тем самым, наверное, не будут переливаться камни и будет более равномерный пар. Пошел дымок. Вот такая системка. О,
Красота. Но много не наснимаем, сейчас запотеет. Ну вот так эта капельная система работает. Заказывал, если не ошибаюсь, на Валберес или на Озон. Может, ссылку оставлю, если кому будет интересно, можете заказать. Вот так подкидывается порог. Ну вот еще подсниму, пока не запотеет. Смотрите, идет пар, и он так равномерно распределяется. И песни, как у Аллы Пугачевой. А ты такой холодный, как айсберг в океане. Смотрите, да? Дымок. Ну и все, можно париться. Так что вот такая банька, друзья, получилась. Такой обзорчик. Сейчас выйду, протру камеру и, наверное, будем завершать наше видео. Так что, друзья, вот такое видео у нас сегодня получилось небольшое. Сделал небольшой обзорчик бани. Останется на память. Стройка, конечно, нужно такие моменты хранить, потому что интересно спустя время посмотреть, пролистать, что было. Вот. Ну, попрошу вас написать, не полениться, комментарий, поставить лайки, что думаете по поводу вот такой построенной бани своими руками. Стоит ли заморачиваться вот так? Или проще взять, купить готовую баню. Есть такие в виде бочек, там, чтобы вам привезли, поставили и все. Так что будет интересно почитать. Вот сижу так вот, отдыхаю. Ну, конечно, после такого тяжкого трудового дня попариться, прийти сюда, компании посидеть, поговорить будет, конечно, наверное, классно. Так что вот такое, друзья, видео получилось. Если данное видео вам понравилось, поставим палец вверх, напишем свой комментарий. Ну а вам я, как всегда, пожелаю счастья, здоровья, любви. Ну и до новых встреч. Пока.